Это очередной влог из Аргентины, из Буэнос-Айреса. Всем привет, с вами Вика. Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас отличная погода. Мы планируем прогуляться. У нас сегодня в планах парк Рос. Мы еще там не были, поэтому хотели сегодня наверстать упущенное, пройтись там, насладиться цветами. Надеюсь, что они там сейчас в самом соку. В общем, посмотрим. А так я уже выкладывала, что мы ходили в клинику, заключили с ней как раз договор. Так что я уже спокойна, что если вдруг я начну рожать, я хотя бы точно уверена, куда мне ехать, что у меня есть врач. В общем, в таких каких-то моментах я уже спокойна. В плане самочувствия у меня как раз недавно были новые ощущения. Мне казалось, что малышка немножко опустилась как будто ниже и рвется на волю. Я немножко переживала, думала, что вдруг я скоро буду рожать. Меня это немножко беспокоило, но здесь сказали, что она не так низко, как бы могла бы быть, допустим, и врач тоже сказал, что это нормально, поэтому я успокоилась, и, в общем, и как-то спустя еще как раз несколько дней уже тоже это ощущение прям так сильно перестало меня занимать, не знаю, что это было, но как бы это еще было как раз обычно тогда, когда я ложилась спать. Сейчас его гораздо меньше, можно сказать, практически нет, поэтому я сплю сейчас уже слаще, нежели чем тогда. Так что в плане самочувствия как-то так. Что ж, пойдем гулять. Единственное, еще хотела добавить в плане ощущений, что меня до сих пор почему-то мучает изжога. Я уже пыталась и как-то регулировать свое питание, чтобы меньше, но все равно как бы что-то не так. И второе, я стала как будто еще хуже дышать, хотя, по идее, сейчас уже на таком сроке должно становиться полегче вроде как, и плюс, если, допустим, живот опустится, то точно должно быть легче, но пока что этого не происходит, дышать мне, почему, с дыханием у меня такие небольшие сложности. Буду надеяться, что это скоро тоже исправится. Ну, не забывайте подписаться, поставить лайк этому видео, если вы еще этого не сделали. Надеюсь, что вам приятно наблюдать за моими влогами. В хорошую погоду гулять по городу одно сплошное удовольствие. Буэнос-Айрес очень зеленый, а разнообразие различных растений тебя поражает. Я сегодня в таком платьице. Оно из муслина. Муслин очень-очень люблю. Ну, а мы потихоньку движемся в сторону парка Рос. Насколько я поняла, что он очень красивый. Я видела как раз и съемки с дрона, очень симпатично смотрелось. И вообще, в принципе, разнообразие цветов там должно быть достаточно большим. Я нахожусь в предвкушении. Здесь очень часто встречаются такие деревья, не знаю, бутылочные они или нет, но, по крайней мере, по форме очень похожи. Честно сказать, мне нравятся даже эти корявые ветки. Очень они такие антуражные. Вообще, я очень рада, что мы успели столько посмотреть, ходили, гуляли, увидели столько интересных мест в городе. Конечно, если бы пешие прогулки давались мне легче, то увидели бы мы еще больше, но я рада и тому, что вышло. Смотрите только, какое огромнейшее просто дерево, невероятно. Я такая маленькая по сравнению с ним. Почти добравшись до парка Рос, мы встретили стаю гусей, и я так понимаю, что они здесь завсегдатые. Они частенько перебираются сюда, на это озеро. В общем, на этот небольшой водоем, и чувствую здесь себя полностью хозяевами. Они очень чистенькие, красивые, и идеально вписываются, конечно, в пейзаж. Создают такую немного романтичную, мне кажется, атмосферу. Ну и вокруг парка Рос можно запросто покататься на таких катамаранах, которые были на водичке. Но нам, к сожалению, немножко не повезло, и именно в парк Рос в этот день мы не попали. Он был, к сожалению, закрыт. Поэтому мы немного прогулялись вокруг и решили заглянуть в него в другой раз. Всем привет! Сегодня достаточно пасмурно, но мы все равно пойдем гулять. Сегодня мы отправимся в музей латиноамериканского искусства. Я уже видела, какие там можно встретить работы. Мне кажется, что это должно быть достаточно интересно. Искусство я люблю, особенно когда это что-то такое необычное. Так что будет интересно посмотреть. Плюс само здание, насколько я поняла, тоже выглядит достаточно впечатляюще. В общем, хочется посмотреть. Посмотрим, что нас будет там ждать. Надеюсь, что будет открыто. А у меня сегодня такой достаточно, мне кажется, интересный лук. Очень люблю эту футболку. Мне кажется, что она должна быть тоже так достаточно вписаться. День выдался немного пасмурный, поэтому мы хорошенько утеплились.
Дождик не обещали, поэтому мы решили обойтись без зонтика. Но перед тем, как пойти в музей, мы не могли обойтись без кофе, поэтому хотели обязательно зайти в какую-нибудь кофейню и насладиться, собственно, напитком. В этот раз наш выбор пал на Tienda de Café. Это сеть кофеин. Не сказать, что кофе здесь вау, но вполне себе неплохой, если нужно как-то по-быстрому выпить чашку и съесть вкусный медиалонус, то вполне себе можно сделать это здесь. Именно такой план в этот день был и у нас. Мы чаще брали здесь кофе и всякие сладости с собой, но сегодня был такой день, что хотелось посидеть внутри, немножко позалипать в окошко, вот, и нам это как раз удалось. Было прикольно наблюдать за проходящими людьми, пока мы ждем свои напитки. Муж взял горячий шоколад, а я взяла себе капучино. Медиалонусы здесь покрыты вкусной сладкой глазурью, достаточно хрустящие, вот, в принципе, мне здесь они тоже по душе. В городе все еще можно встретить огромное количество различных цветущих растений. Вот такой вот очень красивый домик антуражный. Просто покорил меня. И вот этот переулок тоже очень симпатично смотрится. Вот, прогуляться здесь одно удовольствие. Ну а мы тем временем добрались до музея искусства. Вот его здание, достаточно такое минималистичное. Рядом расположилась бесплатная фотовыставка, на которой тоже можно было прогуляться и просматривать различные интересные работы. Когда попадаешь в здание музея, то все достаточно просто. Справа находится как раз касса, где ты покупаешь билет. Слева небольшое кафе, где можно что-то выпить и перекусить. А по центру расположился магазинчик, где можно купить какие-то сувениры и книги. Я знаю, что кто-то относится настороженно к современному искусству, но мне лично очень нравится. Мне нравятся какие-то необычные конструкции, какие-то работы, которые созданы чисто ради какой-то идеи. Вот. Что-то минималистичное. Вот. Это все мне очень нравится разглядывать, это вдохновляет. Например, серия с листком бумаги. Вообще в этом музее собрано множество совершенно разных удивительных картин и произведений искусства, которые заставляют тебя залипнуть, вдохновиться, мне кажется. Лично я, перемещаясь из зала в зал, каждый раз находила для себя что-то удивительное, что-то, что могло меня как-то зацепить, заставить отрешиться и окунуться именно в мир этого конкретного произведения. Удивительно еще и то, насколько же разные здесь представлены работы. Мне кажется, что прогуливаясь по данной выставке, вы можете найти для себя точно что-то интересное, что понравится именно вам. Потому что работы здесь представлены одна другой, мне кажется, краше, совершенно не похожие друг на друга. И даже если какая-то из них оставит вас равнодушным, то в другом зале наверняка вы найдете ту, которая понравится именно вам. Еще было интересно наблюдать, как разглядывают работы люди. Где-то они задерживаются, а где-то проходят мимо, оставаясь равнодушными. Но в любом случае, если вы находитесь в Аргентине, в Буэнос-Айресе, и у вас есть время, я бы советовала обязательно заглянуть в этот музей, потому что здесь правда интересно. Вот я ни капельки не пожалела, что заглянула в него. Это было и такой вот порции большого вдохновения, и очень интересное времяпрепровождение. Еще хотела отметить, что мне очень понравились вот эти какие-то минималистичные конструкции. Такие у них были интересные формы. Был даже такой удивительный темный зал, где происходило какое-то шоу с движением объектов. Вот тоже было очень залипательно, интересно разглядывать. Если вы предполагали по-быстрому заскочить сюда и пройтись по залам, то я бы не советовала этого делать, потому что мне кажется, что здесь стоит провести прям буквально несколько часов. Это того стоит, и здесь достаточное количество работ, чтобы долго ходить и все разглядывать. Все, конечно, индивидуально и зависит больше от вас, но если вы поклонник искусства и современное искусство вас тоже цепляет, то мне кажется, что это того стоит, что данный музей весьма интересный. Вот я бы его советовала обязательным для посещения. Кстати говоря, помимо постоянной экспозиции, здесь бывают еще и временные выставки, которые заранее анонсируются. В этот день временная экспозиция была посвящена Фриде Калло, и нам повезло как раз оказаться еще и на ней. Было представлено 2 ее произведения искусства и очень много различной фотохроники. Очень интересно было рассматривать. Вот. Всем привет! Мы в очередной раз идем в Изи. Хотим купить как раз маленькую елочку, я там присмотрела. Еще немножко по мелочи салфеток влажных, еще докупить. Возможно, еще один контейнер. В общем, какие-то такие мелочи, которые тоже нужны будут. Вот, и, ну, как бы, естественно, будем покупать не только в Изи, но и в Джамбо. В общем, посмотрим, но план такой. Ну,
Ну а так мы только что купили как раз фруктов, немножко овощей, взяли вишню, клубнику, абрикосы, взяли еще бананы. Вот, так что, когда вернемся, будем объедаться. Хакаранда все еще цветет, что несказанно радует, потому что я в нее просто влюблена. В городе отлично развит общественный транспорт, чтобы то, что автобусы, они прям постоянно курсируют, поэтому ездить из одной точки в другую очень просто, и плюс сам проезд, он достаточно недорогой. Я бы сказала, что стоит он вообще копейки, вот поэтому пользоваться именно общественным транспортом здесь, мне кажется, одно сплошное удовольствие. Что мы сейчас находимся в Джумбо. Здесь тоже, кстати говоря, есть пазлы, которые продавались в книжном магазине. Вот такая вот тоже ферма, которую можно так собирать, прикольно выглядит. А вот это, я так понимаю, чисто пазл с животными, где вот собираешь как раз их из пары деталей. Тоже выглядит достаточно прикольно. Есть еще такой же с домашними животными. И с какими-то такими, тоже посерьезнее. Кстати, забавная штука, чтобы поливаться водой. Такая вот удочка. И как насос тоже качаешь и поливаешься. В Изи почему-то не было тех самых маленьких елочек, вот поэтому мы ищем здесь, в Джамбо. Посмотрим, что здесь вообще есть. Тут есть большой выбор всяких еще детских вещей, памперсов тоже. Очень много. И, кстати, вот эти комбинезончики достаточно такие миленькие. Здесь, кстати, выбора гораздо больше. Есть вот и такие. В общем, против того, чтобы молот протекало. И вот такие вот. Я пока что видела только одни вот такие. Но, оказывается, есть еще поменьше набор. В общем, я возьму который поменьше, чтобы понять вообще, нужно ли мне будет или нет. Вот эти вот салфетки мы покупали вчера дешевле. Здесь они стоят 2300, а мы покупали за 1900. В этом Джумбо также большой выбор всяких прокладок и пострадовых трусов. Вот их здесь тоже большее количество, нежели чем как в обычном магазине. Куча видов разной ваты. Но в обычном магазине есть прям вот кругляшки. Вот, но я хотела взять еще вот такие вот. Мне кажется, тоже должно быть удобно. Еще хотела показать вам стенд со сгущенкой. Вот это все сгущенка. Здесь ее просто какое-то невероятнейшее количество видов. Вот я не знаю, чем они отличаются, но стенд огромнейший. Вот мне кажется, что здесь есть сгущенка просто на любой вкус. Так, в Джамбо я купила себе вот такие вот тапочки. Очень удобные. Вот я думаю, что потом буду просто дома в них ходить. Вот ватку я тоже вот такую вот взяла. Взяла вот эти вот вкладыши для груди. Тоже попробую. Может быть, они вообще не понадобятся. Взяла зубную щетку. Тоже в роддом. Как раз ее сложу. Потом очень хотела свечку взять с крышечкой. Вот, тоже нашла в Джамбо. Очень приятно пахнет. Вот, так что тоже заценю ее. И вот как раз в магазинчике та самая елочка. Ну, плюс мы в комплект взяли сразу еще вот такие вот игрушки. Вот такой вот набор шариков. Я думаю, что нам как раз хватит на нее. И сейчас покажу, как выглядит елка. Ну, у нее уже как раз налеплена пара подарочков. Вот, но мне понравилось, что она такая смешная. Кому-то она покажется такой достаточно, мне кажется, убогой. Вот, но мне нравится, мне кажется, что забавно. Вот у нее так можно выпрямить верхушку, у нее уже что-то отваливается. Вот. Но мне кажется, что вполне себе ничего. Как такая смешная елка, мне кажется, должно быть забавно. Чисто для какого-то такого настроения, мне кажется, что должно быть прикольно. Очень рада, что вы были со мной. Увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока!